маленьких. Ого! Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. Пошла. Раз, два, раз, лево, право. Всем привет, дорогие друзья! Это прекрасный, великолепный, красивый сезон. Юлька Коваль, Настюшка Ивлеева, Орел и Решка, девчата. Браво, браво. И Да. где мы? А мы на Пафосе, мы в Пафосе, мы в городе Пафос. Да, мы реально в городе Пафос. Этот город является одним из самых древнейших и красивейших городов нашей прекрасной планеты. А почему? А потому что его даже в Библии упоминали и писали о нем, и про него писали. Представляете, вот так вот. Мы подготовились, как вы Да. видите. В общем, что уж тянуть кота, как говорится, за причинное место, давай подбрасывать монетку, потому что здесь есть и город, и яхты, и бассейны, и all-inclusive, и все здесь есть. И вот кому этот Пафос достанется, сейчас и посмотрим, что Орел. Решка. Как мне повезло, потому что я по-богатому в этом прекрасном городе. Удачи тебе, Юлечка, моя подружка любимая, лучшая. Ну что ж, ну тогда и не надо мне этого всего. Уйду и так на Пафосе без денег. Вот, куда? Сюда пойду. Вот сюда. Все, иду. Ухожу. Пока. Пафос. Живописный край Средиземноморья. С многовековой историей. Мистическими тайнами и удивительными животными. Деньги поменяла, осталось определиться с транспортом. Были бы деньги, мы бы с тобой сейчас на вот этом машине, да, как поехали, как куражились. С такси все ясно. А что по общественному транспорту? А автобусов нет. Вот, пожалуйста, вам объявление. В связи с COVID-19 автобус больше не ходит, не ездит, никого не возит. Есть, конечно, определенные плюсы, да, все дешевле, потому что мало туристов и путешествовать, правда, дешевле. Но некоторые сервисы вообще исчезают, и это уже минус. У меня есть предложение. Давай сэкономим деньги, пойдем пешком. Потом спустим их на какие-нибудь напитки или там, да, еду. По рукам. Там 8 километров. Мне нравится, что ты сговорчивый. Ты молодой и энергичный. Давай, по рукам. Пойдем. Если что, понесешь мой рюкзак? Ладно, договоримся по дороге. Пошли. Поскольку я нахожусь в Пафосе, то машинку, конечно же, я выбрала себе пафосную. Но поскольку этот город древний, то и машинка у меня будет древняя. Округлые формы, словно улыбающийся капот и выпученные глаза фары. Это Volkswagen Жук 1968 года. До наших дней в хорошем состоянии этих крох дожило не так уж и много. Поэтому такие раритеты сдают в аренду только с водителем. Здравствуйте. Поехали. Хочется отметить, друзья, что машина очень плавно идет. Несмотря на то, что ей очень много лет, чувствуется какая-то жесткость, не знаю, на дороге, в управлении. Несмотря на то, что я пассажир, мы очень плавненько идем. Очень мягонько и, на удивление, очень комфортно. А еще здесь много места для ног. То есть вот практически полностью вытягиваю ножки. На самом деле комфортно и классно. В придачу с такой машиной внимание вам обеспечено. Да, вот, пожалуйста, вот, смотрите, едет человек, улыбается. Хай!
Вот, пожалуйста, сразу же, как только мы выехали на дорогу, а сейчас мы приедем в город, а у нас еще верх открыт, и все такие смотрят, а тут такие красивые девчонки, и все такие начинают спрашивать, а кто, а что, зачем, а почему, а мы ни с кем не общаемся, только подмигиваем и передаем приветики, потому что нечего, нужно сохранять дистанцию. Короче, в балдеже, в кураже. В голову напечет, отведу программу, как сумасшедший. Но оказалось, у решения идти пешком есть и позитивные стороны. А ну-ка. Народ, я мандариновые деревья нашла. Я нашла мандариновые деревья или апельсиновые. Что это такое? Подождите. Ну-ка. Кипр – остров небольшой, поэтому вся его территория используется в хозяйстве. Так вдоль дорог часто растут бананы, виноград и мандарины. И за дегустацию никто не накажет, чем я и воспользуюсь. Кислющая, аж челюсть свело, но все равно вкусно. Короче, зеленые мандаришки и то вкуснее, чем мандарины в наших супермаркетах, которые как будто бы из ваты сделаны, безвкусные. Я возьму с собой в дорогу. Ну что, почти дошли. Город начинается, и как греют. Кармашек 30 сэкономленных евриков. Ну, тяжело, но приятно. Чувствую, я все сэкономленные деньги сейчас на воду спущу. Ой, тихо. Смотри, куда едешь, алло. Пафос – один из самых больших и самых древних городов Кипра. Ему больше 2500 лет. Здесь так много древних достопримечательностей и артефактов, что весь город внесли в список объектов всемирного культурного наследия. А еще Пафос считается самым престижным курортом Кипра. И именно сюда едут богачи со всего мира, которые жаждут неспешного, роскошного и высококлассного отдыха. Слушайте, а вот действительно, только мы заехали в центр города, и нас сразу встречают кафешки, рестораны, клубы, гостиницы. И достояние любого курорта – набережная. У-ля-ля! Так это же полный пафос, как говорится, во всем его проявлении. Посмотрите, какая прекрасная набережная, друзья. Вот вам и морешко, вот вам и пальмочки. Балдеж! Очень красиво. А представляете, как мы колоритно на своей машинке вот этой вот смотримся? Как будто в кино. Ой, волосы распущены. Ой, все. Курортный пафос я оставлю Насте, а сама покажу вам пафос древний. Знакомьтесь, вот он, самый первый Пафос. Античный город, который чудом уцелел и дожил до наших дней. Удивительно, но уже в те времена город имел свою канализацию, театр, дворцы и огромные храмы. И говорят, что именно здесь родилась богиня Афродита, проповедовал апостол Павел и жил оратор Цицерон. Да, местечко сильное. Самое интересное, что все эти древности обнаружили сравнительно недавно. Раньше на этом месте фермер сажал картошку. Сажал себе и думать ни о чем не думал, пока плугом, вспахивая землю, не зацепил вот тот кусок древнейшей мозаики. С тех пор картошку здесь больше никто не сажает. Эти мозаики украшали полы храмов и домов богатых жителей древнего Пафоса. Но работа вообще
выглядит как мозаика, которую сделал мастер какой-нибудь лет 20-30 назад. То есть настолько хорошее качество. Ну, представьте, это было все сотворено в конце второго, в начале 3 века нашей эры. Удивительно, но даже цвета сохранились. То есть зеленый, красный, желтый. Во мастера были в те времена. Кроме того, каждая мозаика имеет свой смысл и зашифрованную историю. Например, вот эта мозаика называется «Виноделие». На ней рассказана история появления первых пьяных людей в истории человечества. Как все происходило? Бог виноделия, бог вина, угостил виноградом и рассказал секрет того, как делать вино, царю Икариусу. Но тогда это был никому неизвестный напиток, и царь решил сначала угостить своих рабов вином и посмотреть, как это все работает. Рабы попробовали, у них стала кружиться голова, у них подгибаются ножки, у них какое-то непонятное состояние. Они подумали, что царь их отравил. И в этом пьяном угаре забили его до смерти. Вот тут написано: первые пьяницы в человечестве. Ну, в смысле, за всю историю человечества. И вот они нарисованы. Если вы приехали на курорт, значит, надо брать яхту. Каждый раз, когда мы снимаем в каком-нибудь курортном месте или, я не знаю, на острове, где морюшка, океанчики, думаешь: ой, опять это яхта. Но как только мои ножки 41 размера вступают на это белое прекрасное чудо, светит потрясающее жаркое солнышко, посмотрите, какие красоты позади меня, думаешь, ну все. Рот на замок и наслаждаемся. Тем более наслаждаться у берегов Пафоса есть чем. И неимоверной синевой Средиземного моря, и удивительными скалистыми обрывами, и живописными, таинственными пещерами. Разве не красота? Еще одна удивительная достопримечательность Пафоса – царские гробницы. Это вырубленные в скале подземные пещеры, в которых 2400 лет назад хоронили знатных людей и аристократов. А царскими их назвали за пышное убранство склепов. Дело в том, что люди тогда верили, что даже после смерти человек должен жить так же, как и при жизни. И поэтому устраивали не просто захоронения, а устраивали целые замки вокруг могилки человека, который умер. Вообще похоже на какой-то микрогород с улицами, с отдельными такими домишками, комнатами. Целый город мертвых какой-то. Каждая пещера принадлежала одной семье. Гробницы обильно украшали фресками, колоннами, а на стенах вырезали герб семьи. Ниши в стенах и полу служили могилами, а место рядом предназначалось для погребальных обрядов и хранения фамильных богатств и ценностей. О. Ну вот смотрите. Понятно, что здесь были захоронены какая-то Шишка и его семья. Вот здесь у нас была одна гробница, такой как бы стоял. Там вторая. Тут вот третий гроб, похоже на след. Там вот в той нише какой-нибудь самый главный, дорогой артефакт этой семьи. То есть какая-то прям вещь самая дорогая, золотущая. А здесь, где стою я, навалена целая гора золота и украшений. Куда же делись все эти сокровища и останки этих гробниц? Представьте, много веков вот это все стояло, никто это не охранял, никому это было не надо. Но в
1977 году археолог, итальянец, пробрался сюда, устроил здесь раскопки. И все, что нашел, а это около 35 тысяч экспонатов, артефактов, все продал в Нью-Йоркский музей. Миллионы человек поднял. После этого киприоты опомнились и стали охранять то, что осталось. А остались дырки. Но все равно очень интересно здесь. Говорят, что Пафос красив не только с воды, но и под водой. Сейчас мы это проверим. Здесь, на глубине 9 метров, ты внезапно оказываешься среди огромных валунов и древних обломков. А проплыв чуть дальше, находишь себя в центре огромнейшего амфитеатра. Что это? Часть античного Пафоса, которую поглотило море? Или это след какой-то другой, более древней цивилизации? Может, мы наткнулись на руины легендарной Атлантиды? Эх, к сожалению, нет. По словам исследователей, когда-то тут была подводная пещера, у которой обрушилась кровля. А волны просто отшлифовали эти скалы так, что они стали походить на ступеньки или скамейки. Но видя эти правильные геометрические формы и помня про картошку на мозаике и разграбленные гробницы, в слова про природное происхождение веришь с трудом. Пафос считается курортом элитным, но во время карантина туристов мало. Поэтому бюджетный путешественник может позволить себе снять номер даже в отеле. Отель Роман Бутик Хотел построен в средневековом стиле, а номер в нем обошелся мне в 40 евро. Зеркала я люблю, мне подходит так. Ну, пойдемте за зеркалье. Номер представляет собой большую комнату с 3 креслами и 3 кроватями. Ну что, добро пожаловать в самый шикарный номер бедного туриста за всю историю, как минимум этого сезона точно. Ой, это с этим я поспешила. Ортопедический. А еще в моем номере есть балкон. Не балкон, терраса. Передо мной весь Пафос. Ну, как сказать Пафос? Ну, я его вижу, понимаете? Не глухая стена и трубы сточные. А вот так вот. И главное, я как будто бы в каком-то средневековом замке или в каком-то античном поместье. Ну, в общем, я счастливчик, согласитесь. Yes. Хорошо. Снова пересев с яхты на своего ЖК, я тоже решила подыскать себе отель. Но жить в стандартном лакшери-отеле на первой линии – это как-то банально. Поэтому я отправилась в живописную деревушку Лофу, где находится один уютный отельчик. Так уж вышло, друзья, что в Пафосе у меня все аутентичное, скажем так, немножко старинное. И я решила продолжить эту традицию, и поэтому отельчик выбрала точно в таком же стиле. Какая прелесть. Называется он Оионесса и находится в здании 18 века, которое отреставрировали и добавили современных удобств.
Например, встроенную кухню. И джакузи. Это даже не джакузи, даже не ванна, как будто реально какая-то купель. И, конечно же, прекрасный второй этаж. Где расположена спальня. Короче, очень круто, мне безумно нравится. Это реально настоящие домики, которые переходят из поколения в поколение, их реставрируют. И сейчас у нас есть возможность в них пожить. Мне очень нравится. Классно! Балдеж. Thank you. Ну что, мои дорогие сладкие математики, считайте, 50 плюс 50. Правильно, 100. Именно $100 отправляются в легендарную бутылочку от «Орла и решки». $100. За бутылкой отправляйтесь в деревушку Лофу. В 3 километрах от нее, на юг по дороге F817 в кустах, вас и будет ждать клад от любимой программы и не менее любимой ведущей Настюшки Ивлеевой. Удачи, мои дорогие. Боже, интересно, какая это по счету бутылка, которую я прячу? Коль уж вы математики, посчитайте. Тут ящерицы, пауки и тараканы. Как же сложно раздеваться, когда все время где-то есть камера. Спокойной ночи, друзья. Доброе, ароматное, пафосное, аутентичное, старинное, историческое. Доброе утро. Или доброе уже было. Бог ты с ним. Допиваю кофеек и продолжаем наш уикенд. Ой, хорошо. Все, пора. Я, как молодой инициативный путешественник, успела посмотреть город, ну, вот так за один день. Поэтому сегодня пам-пам, я взяла машину и посмотрю окрестности. А что, деньги у меня остались, и здесь действительно есть еще что посмотреть. Озера, водопады, животные. В общем, надо ехать. Секунду. Пафос – это не только город, а целый регион, который занимает 15% всего острова и полон интересных достопримечательностей. Парочку из них я сегодня вам и покажу. Кроме старинных развалин, есть в Пафосе и живые достопримечательности. Кипр часто называют островом ослов. Долгое время эти животные были здесь единственным средством передвижения. Они спокойно справлялись с тяжелыми грузами, плохими дорогами, перепадами высот и жарким климатом. С появлением машин и строительством дорог потребность в них отпала. Многие оказались брошенными. Они разбрелись по острову, вытаптывали урожай фермеров и, одичав, вели себя с людьми агрессивно. Поэтому тут создали специальные ослиные фермы, чтобы о них заботиться. Ну, очень умилительные, правда, выглядят они такими красивыми, зажиточными. Видно, что за ними ухаживают, питаются они очень хорошо, как мы поняли. Мне сразу 2 пакета вручили, то есть не пару вот этих рожков, а целые 2 пакета.
Сегодня осел – национальное животное Кипра. Он находится под защитой правительства, а за причинение животному вреда можно получить 7 лет тюрьмы. Помимо того, что они сами очень ценятся на Кипре, это считается чуть ли не священное, куда ты, святое животное, очень ценится их молоко, ослиное молоко. Цена за литр ослиного молока – 100 евро. Во-первых, его сложно добывать. Чтобы получить 1 литр, нужно потоить 4 ослиц. А во-вторых, в нем содержится около 300 полезных для человеческого организма веществ. Именно поэтому оно с древних времен использовалось в косметологии и медицине. Турист на ферме может купить готовую продукцию, а может попробовать самостоятельно надоить ослиного молока. Я скажу так, опыта у меня в доении очень мало. Не скажу, что я очень люблю это мероприятие, но долг ведущий меня обязывает подоить осла и дать Саньке попробовать молока ослиного. Я ничего не вижу. Дело в том, что я ничего не вижу. You see, Боже, такие маленькие сосочки. like this. After, yes, yes. А не могу. Yes, yes is press like this. Yes, что-то very порог. good, very good. Чуть-чуть по рукам. Да, если бы я была в хозяйстве, конечно, и доила бы осла или корову, кого угодно, моя семья бы, конечно, голодала бы очень долго. Мою косметику пришлось бы ждать очень долго. Я, конечно, хочу сейчас просто кинуть респект всем бабушкам, живущим в деревне, женщинам, которые на регулярной основе берут молоко у коров, у ослов, у коз. Это, конечно, невероятный труд, потому что я вообще боюсь к животным. Ну, как бы я боюсь там сделать больно и вот это вот все. А тут, когда надо еще нажимать и давить, чтобы оттуда что-то выливалось, это, конечно, страшно. Страшно. Тут вот у нее сосочек совсем плохо. Ну все, дан. Ну и что, дорогие мои хорошие, сейчас будем тестировать молоко, которое я надоила своими вот этими натруженными ручками, да, у самой ослицы. Ваше здоровье. Специфического какого-то запаха нет. Прям практически даже ничем не пахнет. Ну что сказать. А вот вкус уже такой достаточно специфичный. Конечно, сильно отличается от коровьего, к которому мы привыкли, наверное, с детства. Тут больше, не знаю, какая-то, знаете, трава, которую добавляют там для аромата. Вот когда жарят мясо, я не знаю, какие-то специи. То есть вот есть такой привкус какой-то приправы. На постоянке я бы, конечно, его пить не стала, но ради эксперимента попробовать точно советую. Спасибо. Первая достопримечательность на моем пути – купальни Адониса. По легенде, именно здесь богиня Афродита тайком предавалась любовным утехам со своим избранником, простым смертным Адонисом. А сейчас существует поверье, что любая женщина, искупавшись в этой водице, обязательно и возлюбленного повстречает, и от бесплодия избавится. Ну что, самое время почувствовать себя Афродитой. Я не знаю, эта вода, она ледяная, но мне чертовски приятно находиться. Прям, правда, какое-то мистическое место.
Если будете в Пафосе и захотите подкрепиться, советую заглянуть в таверну «Пеликан». И вот почему. В этом чудесном заведении подают морепродукты, и я хочу заказать себе рыбное мезе. Я, кстати, никогда не пробовала рыбное мезе, поэтому я попробую рыбное мезе. Рыбное мезе, пожалуйста. Что? Оказалось, мезе – это не конкретно одно блюдо, а целый набор различных популярных на Кипре явств. Это креветки, кальмары, мидии, барабулька, дорадо, осьминог, соусы, овощи и хлеб. Ну, давайте пробовать. Да все, это уже становится неинтересным. Чтобы я не попробовала, я такая, боже мой, все. Это все мезе, это полный... Очень вкусно, правда, друзья. Я дичайше рекомендую. Даже если вы не являетесь супербогатым туристом, если вы приехали сюда с друзьями, то скиньтесь на эту тарелку. Здесь огромный ассортимент, и вы наедитесь до отвала, и это будет очень вкусно. Я рекомендую всем. И бюджетным, и богатым. Но фишка этого заведения даже не во вкусных морепродуктах. Боже мой, какой он прекрасный, настоящий розовый пеликан. Короче, я это место выбрала не случайно. Ранее это место называлось совсем по-другому, по-моему, Афродита. И, в общем, однажды моряки заметили раненого пеликана, который практически умирал. И они отдали его в это заведение, чтобы хозяева его выходили и спасли ему жизнь. И у них это получилось. Когда пеликан поправился, продолжать свой путь отказался. В кафе у него была и вода, и еда, и любовь посетителей. И стал пеликан жить-поживать в кафешке. Пользовался такой популярностью, что через пару лет таверну переименовали в его честь. Ведет себя такой, знаете, очень по-свойски. Такой вот, он чувствует, что он хозяин, скажем так, положения. Он там не нервничает, никуда не убегает, не улетает. Он такой зажиточный пеликашка. Господи, какой смешной. Вот такая вот история, друзья. Основанная на реальных событиях. Thank you. Thank you very much. Оплата отелей, бронь билетов, аренда авто, самолеты, вертолеты, да хоть охапка цветов в 3 часа ночи с другого конца города. Консьерж-сервис премиальной карты MasterCard может справиться с задачей даже в другой стране. Просто звонишь и получаешь лучшее. Еще одна точка на моем маршруте – водопад Криту-Тера. Один из величественных и самых впечатляющих водопадов всего острова. Находится он в 15 километрах от Пафоса, возле деревеньки Криту-Тера. Правда, найти его не так уж и просто. Добирание до водопада – это целое приключение. Сначала едешь на машине, потом идешь просто по достаточно обычной дороге, потом начинается чаще, и уже где-то там вдалеке шумит водопад, и ты уже прям в предвкушении того, чтобы увидеть настоящую красоту этого острова. Но неподготовленного туриста может поначалу ждать разочарование. Кажется, это очередной водопад, на который я пришла не вовремя. Ну, типа, знаете, да, говорят, вообще зимой, летом или там весной, осенью здесь просто в 20 раз больше воды.
приходишь на самый величественный водопад, а он вот так узенький. Фишка в том, что за этим небольшим водопадом есть еле заметная пещера. И если проползти по ней несколько метров, ты попадешь в настоящий затерянный мир. Но этот водопад напоминает декорации из фантастического фильма. Ну, согласитесь, там, про Гарри Поттера или «Властелин колец». И действительно, скала, с которой падает водопад, напоминает лицо какой-то древней статуи, а природа вокруг – тропические джунгли. Уникальность этому месту придает еще тот факт, что попасть сюда можно не всегда. Весной пройти через пещеру невозможно из-за мощного потока воды, которая сходит с гор после таяния снегов. В этом водопаде определенно что-то есть. Чем дольше ты здесь стоишь, слушаешь вот эту водичку, смотришь, как она стекает по порожкам из скал, тем больше тебе хочется здесь находиться. Просто слышать природу. Под конец своего уикенда в Пафосе я снова решила сменить транспорт и арендовать коня. What's her name? Oops. Привет. Her name is Tina. Тина. Yeah. She's a very good girl. Окей. You can try to be a little bit friendly with her. She's very friendly. Я тоже очень френдли. Привет, Эй, Тина. Меня зовут Салли. Анастасия. Я очень хочу, чтобы мы классно провели время, покатались, проводили закат. Ты меня не скинула из себя, а я тебя оставила в сердце на память. В каждом городе Кипра есть конюшни. И покататься на лошади на закате – это популярное здесь развлечение. О май гад. Господи, друзья, Yeah, no. I will put a little bit longer. Ага, Hold the reins. мы поехали. Okay, stay. No problem. Окей. Relax. Слушайте, это не так просто. Казалось бы, это такое вроде бы и простое увлечение, но на самом деле, когда ты сидишь в седле, это совершенно непросто, потому что нужно за очень короткий срок найти коннект с животным, потому что они очень чувствительны. Не знаю, почувствовать баланс, почувствовать свое тело. И до того, как вы успеете насладиться самой прогулкой, вам нужно вообще, не знаю, найти эти способы коммуникации с животным, чтобы полностью релаксировать и получать удовольствие от этой самой конной прогулки. Но вроде у меня пока неплохо получается. Хотя, если честно, я очень боюсь. Я надеюсь, она не чувствует мой страх. На всем побережье Пафоса можно наблюдать обалденные закаты. Но я выбрала место действительно уникальное. А все из-за него. Это албанский грузовой корабль «Едра-3». В 2011 году на него обрушился шторм. Всю ночь экипаж боролся с сильными волнами, но под утро корабль буквально выбросило на скалы. Капитан оставался на судне до тех пор, пока судовладелец не решил отказаться от перевозки и транспортировки корабля. Так как они были оценены в неподъемные для него 500 000 евро. Тогда судно очистили от топлива, которое могло загрязнить море, и оставили здесь, как достопримечательность. Вообще я не очень люблю говорить во время заката, правда. Это то время, когда хочется просто послушать, как бьются волны об скалы. Но
черт подери, у меня перед глазами картинка из кино. Господи, как это сложно. О, это прекрасно. Это, наверное, один из самых приятных, удивительных и невероятных закатов в моей жизни. И даже пофиг на солнце и то, какое будет небо после того, как солнышко просто нырнет в море. Тут сам перформанс, посмотрите какой. Я на лошади. На невероятной, красивейшей лошади провожаю это прекрасное кипрское солнце. Посмотри, какой закат. Посмотри, какое солнышко красивое. Есть еще на нашей планете удивительные места, которые способны поражать. Да, местечко сильное. Своими историями, Говорят, что именно здесь родилась богиня Афродита. тайнами. Раньше на этом месте фермер сажал картошку. Едой Это полным... и местными жителями. Какой прекрасный, настоящий розовый пеликан. Пафос – именно такой город. И путешествие стоит сюда планировать при любом бюджете. Рот на замок и наслаждаемся. Эта вода, она ледяная, но мне чертовски приятно находиться. У-ля-ля! Так это же полный пафос, как говорится, во всем его проявлении. Ой, мне очень нравится. У меня перед глазами картинка из кино. Посмотри, какой закат. Посмотри, какое солнышко красивое. Ой, уже хочется это, уже в самолетик, уже хочется... Несмотря на то, что ты выглядишь... Нет, ты классно выглядишь, хотел сказать, несмотря на то, что ты была по-бедному, я все равно по тебе очень соскучилась, и даже не грешно тебя обнять. Мы самые непафосные в этом пафосе. Скажи, как твой уикенд? Ну как, ну прекрасно мой уикенд. Ну, конечно же, иногда не хватало где-то, да, вот денежек, хотелось еще что-то прикупить, еще куда-то сходить, еще где-то прокатиться. Но в целом, Настя, очень разнообразный этот вообще регион, район. Я скажу тебе так, я уже потеряла вообще ориентиры, потому что тут же тебе и горы, тут же тебе и классный город с какими-то кафешками, с какой-то ночной жизнью, движухой и так далее. Тут же тебе можно снять классную тачку, раритетную, незаезженную, понимаешь? А я ездила на такой, на яркой, но вот такой. Ты тоже была на машине? Малюсенькой, на вот такулечкиной. Ты тоже на машине Да, была? вот знаешь, вот как Твой мизинчик, да. Да, вот на мизинчике А я скакала каталась. еще на лошади. Ты ж моя хорошая. Я думаю, что ты такая радостная сегодня? Или ты 2 дня скакала? Один. Ну, я вижу настроение сразу. Короче, друзья, пафос, Да. топ of the top. Приезжайте, наслаждайтесь, делайте фотки, снимайте видео, отмечайте нас. Увидимся с вами в следующем городе. И скачите на лошади. Как видите, это хорошо сказывается Нет, на на самом деле, настроении. да ну что ты вот ты Ну смеешься, а ладно лошадь тебе, была ничего. прекрасна. Кстати, Мы как ты будто знаешь, с ней, как будто я на тебе ездила. Отлично.